Всем привет, добро пожаловать на мой канал Империя Таро. Всех рада приветствовать. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не успел подписаться. На моем канале много чего интересного. Кто там ищет по поводу бумеранга, у меня все эти видео есть на канале, можете переходить и смотреть. Так, для личного расклада обращайтесь ко мне на WhatsApp, либо в Instagram. Как можно будет со мной связаться, я укажу свои личные координаты в описании к этому видео, либо в первом комментарии. Для тех, кто хочет помочь в развитии канала или вообще благодарить, я оставлю свою ссылку на свой донат. И также напоминаю, что личный расклад, акция, личный расклад за 2000 рублей, он продолжается до конца июля. Остались считанные дни. Так что, кто хочет, тот обратится. Также напоминаю, могу помочь выйти из сложной ситуации. Работаю со зависимостью. Кто не может решиться, обращайтесь, помогу. И обращаюсь к тем, кто ко мне обращается, да, за этими всякими ритуалами, чистками. Помимо этого, чтобы я там не знаю, чем там занималась, наводила порчу, либо такими вещами я не занимаюсь. Побойтесь Бога. Я хожу под Богом, такими вещами грязными со мной не пройдут. Кто там хочет заворожить, вы просто не понимаете, какие могут быть последствия. Это для тех, кто обращался, и они услышат сами. Предлагаю сегодня посмотреть на тему, связанную с вашим принцем. Что принц решил в отношении вас? Кто там его ждет до сих пор? Вот расклад как раз будет для вас. Давайте все-таки посмотрим. Загадайте своего принца и посмотрим, кто ж такой наш пришел. Кто ты такой на сегодня? Молодой, интересный. Кто ты такой? О, кто ты такой на сегодня, наш принц? У принца на сегодняшний день попка. Попка, что-то у него все плохо. Говорю так, на сегодняшний день есть какая-то у него зависшая ситуация. Вот прям столкнулся с такой вот неприятной ситуации в жизни, что-то у него застой, как может быть. Могут быть проблемы со здоровьем. Он с кем-то борется, с кем-то выясняет отношения. Сам по себе мужчина конфликтный. На жертвы не пойдет. Вы что? На сегодняшний день у этого мужчины какие-то непредсказуемые события. Но, что самое интересное, не в его пользу. Не знает, что делать, как выйти из этой ситуации. Жопа у него. Говорю, как есть. Так, какой-то еще на сегодня мистер. Так, на сегодняшний день, повторяюсь, опять у вашего мужчины, у вашего принца опять жопа. Ну что ж такая непруха? Не знаю, что там у него, разочарования какие-то, потери происходят в его жизни. Не знаю, может он с женщиной разошелся. Что-то у него, говорю как есть, черная полоса у вашего принца. Может у кого-то на сегодняшний день, у этого мужчины, да, с сердцем проблемы. Помимо этого с финансами проблемы. Интересно, девки пляшут. Да, разочарование какое-то, бедолага. А какой-то вообще на сегодня еще? Ну что, есть в его окружении какая-то женщина, они, кстати, могут выпивать вместе, какой-то треугольничек, какие-то праздники, вот что-то такое. Не знаю, эта женщина может его поддерживать. Так, подожди, что у тебя с этой женщиной на сегодня? С этой женщиной финиш тоже, что ли, здесь? Он ее тоже обманул. Не знаю, может быть, это вы. Какая-то есть женщина, с кем он поступил очень некрасиво, инфантильно. Как придурок конченый с ней так поступил. Он, говорю, как есть, хитрожопый. Теперь могу понять, что, естественно, за свою хитрость у него сегодня что-то такое происходит. Какие-то потери у него, с деньгами проблемы. Кстати, и его мог кто-то обхитрить. Ну, вот какой-то вот ненормальный. Что-то у него в жизни все плохо на сегодняшний день. Как ты живешь, интересно, на сегодня? Как ты живешь? Ну, борется, все-таки думает то, что еще повезет вашему пацану. Ожидает что-то, вот, во что-то он вложился, здесь есть такое. И вот ждет, когда же подпрет ему. Ну, что-то смотрю, что-то не очень у него, непруха какая-то. Как ты живешь? Борется он с сегодняшними событиями. Как ты живешь на сегодня? Кстати, имейте в виду, не знаю, вы, кто там, или та женщина, с кем он расстался. Сегодня он собирается конкретно в путь к женщине, которая от него отстранилась. Женщина, между ним и женщиной на сегодняшний день есть какие-то препятствия. Женщина его побаивается. Почему? Этот мужчинка хочет появиться и обмануть эту женщину. Это вы, не знаю, какая-то женщина есть, которой он собрался. Манипулятор пришел же. И он опять собирается с этой женщиной, да, ну, вогнать ее в какие-то иллюзии.
А зачем ты появишься к этой женщине опять? А, эта женщина, все понятно, решить какой-то вопрос. Не знаю, может быть, они были женаты. Какие-то есть проблемы, которые нерешаемы. Ему нужно с этой женщиной столкнуться. С этой женщиной у него была длительная пауза. Это вы, либо та мадам, не знаю. Говорю как есть. Если она его супруга, с которой у них, может быть, они расстались, да, то он может вернуться. Почему? Долгое время здесь не было общения, какие-то проблемы. Понимаете? И, скорее всего, женщина, которая была с ним рядом, вынесла какой-то тяжелый урок. Этот мужчинка мог ее оставить с проблемами, скрыться. Вот. Вот такой вот у нас товарищ. Какие-то у него там что-то страсти происходят у вашего принца. Узнали? Ну, давайте смотреть, что же он решил в отношении вас. Ваш молодой и интересный. Давайте будем смотреть, вообще вы это, не вы. Что у вас происходит на сегодня с этим товарищем? Что на сегодняшний день между вами? Что же между вами происходит на сегодняшний день? Что между вами? Между вами? Так, либо вы здесь любовница, между вами семья, либо вы жена, между вами любовница. Хоть так крути, либо та женщина, которая с ним не дошла до семьи, такое тоже есть. Между вами на сегодняшний день есть конфликт. Это могут быть и его родня, конфликт здесь на сегодняшний день. Вот, больше всего здесь женщина, та, на него она конфликтно настроена. Так, что еще происходит на сегодняшний день между вами? Что еще происходит? Так, на сегодняшний день женщина здесь страдает. Кстати, она может, этот мужчина может ей сниться. Что-то вот не знаю. Этого мужчину она любит, либо любила. Вот сегодня какая-то депрессия связана с этим мужчиной. А мужчина здесь, извините, говорю, хладнокровный жук. Такой вот, знаете, который минимально давал, господи, любви, внимания, эмоций. Здесь такой вот холодный типок. Не буду привязываться к знакам зодиака, да, но больше воздушный, конечно. Вот такое есть. Он может быть, кстати, ну, на сегодняшний день, да, если даже он может быть земного знака зодиака, да, на сегодняшний день энергетика у него такая тварюги. А именно какого? Воздушного знака зодиака. Вот такой на сегодняшний день товарищ. А вы на нем сегодня зависли. Либо вы думаете, что он ушел к другой женщине, у него какая-то семья, на сегодняшний день у вас из-за этого конфликты, вы переживаете, что у него кто-то появился, такое тоже есть. На сегодняшний день между вами баба какая-то. Либо он в семью вернулся, либо он, извините, к любовнице пошел. И на сегодняшний день вас это беспокоит. И конфликт из-за этого. Что еще происходит между вами на сегодня? Так, на сегодняшний день кто-то здесь собрался в суд пойти, может, по поводу детей. На сегодняшний день между вами так, да? Мужчинка получает по заслугам, женщина здесь, скорее всего, у кого-то был развод, кто-то перед разводом, кто-то находится в бракоразводном процессе. Что между вами на сегодняшний день? Мужчинка почему-то не хочет с вами разводиться. Если, предположим, но у вас был какой-то здесь серьезный конфликт, если мужчинка не был на вас женат, вот он семейный человек, да? Он не признает правду, он все равно, он на сегодняшний день хочет с вами помириться. Причем, знаете, как по легкости. Ну, дурак же пришел, придурок пришел. Понимаете? Одним словом, так скажу, независимо, кто вы, жена, любовница, он хочет с вами примирения. Однозначно. Так, зачем ты хочешь мириться с этой женщиной? Зачем ты хочешь с ней помириться? Зачем? Зачем ты хочешь примирения с ней? А, вот так. Почему? Извините, женщины, у вас кто-то там появился. Если даже не появился, он чувствует конкуренцию. Понимаете? Любовница, жена вы, развод, не развод. Сам факт. Он видит в вас то, что есть выбор. Вы что там, девочки? У вас есть молодые интересные, которые за вами ухаживают. Вот почему он хочет с вами примирения. Понимаете? Вот так вот. Здесь же он не любит конкуренцию. Вы что ему там по шапке даете? Так, ладно. Ладно, подождите. Для чего ты еще? Зачем ты хочешь с ней еще помириться? Зачем? Зачем? Так. Все равно он хочет как-то, не знаю. Здесь, если женаты, вернуться в семью. Если любовники, то будьте добры. И вообще, я вам скажу, конечно, он все равно как-никак считает вас родным здесь человеком, членом своей семьи. Интересный, да, мужчинка? Помимо этого, здесь мужчинка хочет самоутвердиться. Все равно, я так понимаю, на сегодняшний день, если он чувствует, что конкуренция, да, то показать, кто в доме хозяин. Помимо этого... Так, что этот страшный суд? Вот видите, страшный суд показывает. Вот здесь вот высшие силы вмешиваются уже.
Не знаю, почему выше, что ты, зачем тебе нужна эта женщина, зачем ты хочешь с ней примирения? Покажи, что здесь означает. Что здесь, зачем примирение? А, здесь, извините, пацан куда-то от вас свалил. На сегодняшний день, почему он хочет с вами примирения? Здесь никто за ним не побежал, понимаете? Он от высших сил получил урок. Он может на данный период времени находиться на дне. И тут, понимаете, безвыходная ситуация. Ну, жизненные обстоятельства принудили. Помимо этого, между вами была длительная пауза. А сейчас-то нужно уже, пока его нет, он-то думал, ждать его будут, а его никто не ждет. Хотя не уверен тоже. Так, ладно. Что ты решил в отношении этой женщины? Решение твое, каково будет в отношении этой женщины? Что ты решил? Что ты решил? Так. У кого там поступила как последняя паршивая скотина? Подумал, конечно. Подождите, еще сидит, пока думает. Решение принимает. Во-первых, по поводу детей он, кстати, мог. По поводу, сначала к женам обращаюсь, бывшим, настоящим. Я так понимаю, что мужчинка вас оставил здесь с голой жопой, да? Это дети, если у вас даже нет детей, с жопой оставил вас. Прекрасно понимает. И на сегодняшний день он хочет загладить свою эту вину, понимаете? Он от вас отрекся, говорю как есть. Если вы любовница, поимел и выкинул. Но, видите, как-то след-то оставил. Но он хочет выйти с вами пообщаться. Здесь после длительного молчания, после свинского поступка. Он прекрасно это понимает. Что ты решил еще в отношении этой женщины? Так. Короче, говорю так. Кто ждет его, умирает по этому мальчику. Он решил вернуться. Понимаете, какая-то выгода есть. Говорю как есть, без иллюзий, без ничего. Вы-то думаете, что он за это время помудрел, изменился, может быть, да, жизнь. Вот эту скотину, убивай ее, знаете что, пусть самые будут жесткие условия в жизни, но не понимает он. Понимаете? Не понимает. Он не меняется. Его цель, что он в отношении вас решил, он придет к вам с хитростью, с обманом опять. Не надо впадать в иллюзии, что он там одумался. Ничего подобного. Кстати, еще скажу так. Вернется, опять свинью подложит вам. У кого-то здесь, не знаю, по поводу детей что-то здесь будет. Видите как? Ой, Господи. Что ты еще решил в отношении этой женщины? Правда решил? Решил? Не дает ему покоя. Все равно он о вас часто вспоминает. Для него это болезненное воспоминание, ностальгия. Почему? Потому что прошлое есть, дети есть. Ай, конкретно, что ты решил еще? Что эта тройка мечей показывает? Что решил? А вот так вот я вам скажу. На сегодняшний день, дорогая моя, которая начала тут зарабатывать, да? Вот вы ему понадобились. Если вы думаете, что он там очухался и вспомнил, что он на сегодняшний день без вас жить не может, как видите, может. Понимаете? Но сам факт, на сегодняшний день вы женщина ценная, у которой, не знаю, работа пошла, деньги появились. Помимо этого, вы на сегодняшний день не видите его, не знать не хотите. Это, походу, я так понимаю, на расстоянии отношения, да, здесь? Может, у кого-то блокировка. Почему? Женщина выросла, самодостаточная стала, красивая стала, уверенная в себе стала, посмотрите, ни в чем не нуждается. Вот он что решил. На сегодняшний день вы для него шанс. Но вы на сегодняшний день ему выгодны. Не надо там на себя надевать очки и говорить о том, что он вас любит, тому подобное. Нет, чувства есть здесь, но как у юноши. Но больше перевешивает деньги, то, что вы на сегодняшний день ценное. Даже я вам скажу, если на сегодняшний день у вас нет мужчины, нет денег, но все равно у вас энергетика другая. Это не та, которая подыхала. Понимаете? На сегодняшний день вы выглядите, даже если у вас серьезные там, не знаю, какие-то финансовые проблемы есть, но на сегодняшний день вы выглядите совсем по-другому, поймите. Вот почему вы ему нужны. Хорошо, ладно. Что ж ты думаешь, интересно, об этой женщине? Если уж ты решил, она тебе нужна, да, в качестве ресурса. А что ж ты думаешь о ней, интересно, на сегодня? Что ж ты думаешь? Так, думает конкретно. Вот вы от него закрылись, тому подобное. Кому-то он начнет писать, да. Он, кстати, может вам писать и удалять эти сообщения. Он на сегодняшний день думает объявиться. Помимо этого, думает, что у вас на сегодняшний день есть конкретный какой-то мужчина, с кем вы общаетесь. Такое тоже есть. И вообще он думает, что, извините, вы принадлежите ему. Такое тоже есть. Что ты еще об этой женщине думаешь? Что ты думаешь? А ему не нравится то, что, во-первых, дорогая моя,
что ты, что-то у тебя праздники затянулись, что-то ты живешь отлично, хорошо. Помимо этого у тебя, ты сильная, справилась. И его эта ситуация бесит. Почему? Отвечу. Потому что никто не зовет молодого интересного. Женщина здесь плюнула и пошла дальше. Говорит, пошел-ка ты, придурок. Понимаете, его бесит то, что у вас общение. Ну не подыхайте, не сдохло. У вас все замечательно. А его это бесит, прям вот готов прибить вас. Извините, здесь столько агрессии на вас, столько злости. Он вас хочет, понимаете, вот вас опять, вот как вот он над вами власть держал, то же самое хочет. Чтобы вы зависели от него, чтобы вы только ему в рот заглядывали. Не знаю, нужен он вам или нет. Решать, конечно, вам. Что еще он о вас на сегодняшний день думает? Во-первых, что вы манипулируете этой ситуацией. Что на сегодняшний день вы ничего не делаете, что он думает, что вы манипулятор. Может, вы на него что-нибудь сделали. Ну, конкретно, что женщина здесь манипулятором вышла. Понимаете? Вот сам манипулятор, он думает, то, что вы им манипулируете на сегодняшний день. То, что, понимаете, уже как? Он думает о том, что вы изменились. И на сегодняшний день, как будут ваши отношения развиваться, и тому подобное, решайте только вы. На сегодняшний день у вас фортуна, удача на вашей стороне. Понимаете? А по поводу этого милого, интересного, да, вашего прыца, вы ничего делать не будете конкретно. И он о вас думает, что, извините, фортуна как будто на вашей стороне, там, грузовик со сладостями упал на вашей стороне. Вот так вот. Поэтому, извините, на сегодняшний день, поэтому вы ему выгодны. Понимаете? Так. Думаешь ты, ладно они. А чувства у тебя есть, интересно, манипулятор? Не чувства есть? Ох, ёперный бабай. Знаете, какие чувства? Он о вас мечтает, но я вам скажу, мечтает как? Чтобы вы перестали на него злиться, понимаете? И говорить о нем плохо, отзываться. Вот об этом он мечтает. У него иллюзии по поводу вас строят. Есть иллюзии. Он еще вас побаивается, очень сильно побаивается. Вы на сегодняшний день такая жесткая. Только появись, я тебе яйца отрублю. И голову снесу, и все, что надо. Понимаете? Почему он вас побаивается? Потому что это уже не дура сидит. Вот так вот. Так, чувства здесь такие, чтобы он хочет, чтобы вы... Он вас боится, очень сильно боится. Какие у тебя чувства к этой женщине? Ох, как же он в вас нуждается. У него влюбленность есть. Если вы любовница, скажу так, он на вас подсел. Он хочет вас опять снова пригласить в любовный треугольник. Если вы жена, возвращение блудного Будулая. Но не забывайте то, что Будулай будет здесь с багажом. Багаж с треугольником. Вы ему нужны, без вас, без вашего общения, знаете что? Нет, ему нужны вы, нужны. Подвис пацан на вас, понимаете? Чувства здесь такие, то, что хочет он вас. Хочет. Вот так вот. Когда-то вы на нем сидели, теперь он на вас подсел. Вот так. Теперь без вас... Да. Только не думайте, тут дьявол пришел. А дьявол – это искушение. Все, что он говорит, все, что он обещает, это, знаете, можете написать это, да, и спустить в унитаз. Созависимые отношения, больные отношения. Почему он сам больной придурок? Говорю, как есть. Да. Что ты конкретно хочешь еще от этой женщины? Нет, конкретно давайте, что ты еще, последнее, что ты решил еще в отношении этой женщины? Если вы любовница, говорю так, он приедет, да, он решил все-таки вас добиваться. Почему? Деньги. Но он из семьи не будет уходить. Если вы жена, опять говорю, решил вернуться в семью, но с тайнами, здесь будет женщина и еще параллельно, еще что это будет скрывать от вас. Понимаете? Решил все-таки. Почему, еще скажу, если у вас там бизнес, пацан вернется, любовница вы, жена, неважно. Пацан планирует возвращение. Здесь денежки каким-то образом, не знаю, фигурируют. Может, у вас раздел имущества. Что-то у него попка там горит. Ой, что-то здесь пацан на сегодняшний день. Он решил вас добиваться. По крайней мере, какие-то шаги в вашу сторону делать. Не знаю, это связано все с денежками. Может, у вас бизнес с ним. Вот так. Понимаете, что? На сегодняшний день я скажу так. У вашего прыца здесь не то, что попа, жопа. Доигрался ваш. На сегодняшний день отвечает за все, что он сделал. Так что вот такая вот на сегодняшний день история. Вот для чего вы конкретно ему нужны. Но также говорю то, что это у нас расклад общий. Кому надо, тот обратиться за личным раскладом. Акция до конца июля. Остались считанные дни. Так что с 1 числа, соответственно, будет прежняя цена. Так что кому нужен личный расклад, тот обратится. И как всегда я вам скажу, до скорой встречи, мои дорогие друзья. И тех, кто еще не подписался, подписывайтесь на мой канал. На моем канале много чего интересного. Вас всех люблю.
И, как всегда, до скорой встречи.